DIY голубые часики, часть вторая. Сейчас нам понадобится вот такая вот глина. Я беру кусочек и разминаю в руках. Также нам понадобятся молды. У меня вот с такими элементами узоров. Я выбираю один из них. У меня два одинаковых молда, потому что так удобнее работать. И я выбираю вот этот орнамент. Заполняю молд с помощью мастихина, глиной. Это самоотвердевающая полимерная глина. То есть ее не нужно запекать в духовке, она самостоятельно высыхает на воздухе. Плотно-плотно набиваю узор глиной и срезаю ненужное. Удаляю ненужную глину и пальцем дополнительно утрамбовываю глину в молд. Заполняю второй молд. И еще мне нужны вот такие вот полосочки. Заполняю молд аккуратно глиной, помогаю себе мастихином. Убираю излишки и еще раз дополнительно утрамбовываю глину. Заполняю второй молд. Мне здесь нужны будут две разные полоски. Далее вы увидите, для чего это. Точно так же заполняю молд и утрамбовываю глину мастихином. Теперь я попробую сразу же достать свои полоски. Нужно делать это очень аккуратно, чтобы не повредился рисунок на глине. Глина еще мягкая, поэтому рисунок может повредиться. Делайте это очень-очень аккуратно. Если у вас не получается, вы можете молд положить на 10 минут в морозильную камеру. Молды с узорами доставать труднее, чтобы не повредить, поэтому эти молды пойдут в морозильную камеру. И в это время я формирую из глины еще одну полоску, достаю из молда. Я их кладу под влажную салфетку, чтобы они не подсыхали. И еще половинку этой полоски мне нужно для моей дальнейшей работы. Очищаю молд. И вот прошло время, и узоры из глины у меня в морозильнике вот так вот замерзли, и теперь их можно достать. Но иногда вот так бывает, что узор ломается. Ничего страшного, я покажу вам, как это исправить.
Сначала я буду наносить полоску на боковую часть медальона. Беру полоску, которая потолще, наношу клей. Я работаю с тем же клеем для декупажа. И теперь начинаю клеить эту полоску от центра низа, так чтобы вот эти стыки, они были менее заметны, в менее заметных местах. Сразу же клей удаляю с медальона, и затем, для того, чтобы стыки были менее заметны, вот под таким углом срезаю глину. Беру следующий отрезок ленты, также под углом сразу срезаю и наношу клей. Для лучшей склейки наношу клей там, где у нас будет соединение, и потом приклеиваю вторую часть. Не забывайте сразу очищать поверхность медальона от клея, иначе он застынет и будет потом более трудно это сделать. Чуть-чуть придавливаю нашу ленту. И теперь мне нужно закончить орнамент. Я срезаю под углом, отмеряю, срезаю нужный кусочек и наношу клей. Вот таким образом приклеиваю оставшуюся часть. Сразу удаляю излишки клея влажной салфеткой. Поправляю нашу ленту. И клею оставшийся кусочек. Выравниваю ленту, чтобы по всему периметру она была ровной. Теперь приступаем к окошку вокруг часиков. Наношу на узор клей. И располагаю лепнину по центру. Здесь очень важно, чтобы этот узор был по центру. Аккуратно удаляю клей и немножко прижимаю узор к поверхности медальона. Переходим ко второй части. Она будет располагаться посередине, внизу часиков. И так как у нас она из кусочков поломалась, то будем клеить по частям. На каждую часть наношу обильно клей. И соединяю там, где она была поломана. Ничего страшного, когда
лепнина высохнет, этих стыков видно не будет. Не торопитесь, делайте все аккуратно, выровняйте нижнюю часть, чтобы она была симметрична, как можно более симметрична по отношению к верхней части узора. Теперь беру тонкую ленту из глины, отрезаю ее под углом, прикладываю к игрушке, отмеряю и срезаю вот под таким углом. Для того, чтобы соединения были более незаметны, я срезаю глину под таким углом. Наношу клей. Обязательно вытираю пальцы, чтобы не запачкать медальон. И располагаю этот элемент между узорами. Выравниваю так, чтобы была правильная дуга. И чуть-чуть прижимаю к медальону. Вот так получается с одной стороны. И теперь мне нужно сделать так же с другой стороны. Отмеряю, срезаю под углом. Еще раз примеряю и наношу клей. Поправляю ленту так, чтобы она была симметрична стороны напротив. И не забывайте убирать клей в процессе работы. И вот такая красота получается. Но чтобы елочная игрушка хорошо блестела, мне нужно удалить все остатки клея. Для этого я беру спирт и ватную палочку и аккуратно удаляю клей в труднодоступных местах. Где-то помогаю себе спиртовой салфеткой. Нужно все аккуратно очистить. Затем мне нужно, чтобы лепнина полностью просохла, глина высохла. И теперь я не хочу оставлять ее таким белым цветом. Беру краску в тон. Чтобы получить нужный оттенок, я смешиваю вот эти две краски. Вы можете оставить лепнину белой, действуйте по вашему вкусу. Я не хочу, чтобы она так выделялась на синем фоне, поэтому, добиваясь такого оттенка, близкого к тону рисунка и к основному тону елочной игрушки. Добиваясь нужного цвета, нужного оттенка краски, и начинаю тонкой кисточкой аккуратно наносить краску на лепнину. Если вдруг краска попала на поверхность медальона, аккуратно удаляю ее ватной палочкой. И так прокрашиваю всю лепнину. Я не буду полностью показывать процесс. Вот как получилось. Краска высохла. И теперь я хочу подчеркнуть узор. Она немного сливается с основным цветом елочной игрушки, поэтому я беру
золотую акриловую краску, плоскую кисточку и буду наносить сейчас краску на узор. Краски на кисточке не должно быть много, иначе она будет неаккуратно распределяться по лепнины. Вот такими движениями я наношу краску, чтобы она только подчеркнула узор лепнины. И вот на внутренней стороне аккуратно хочу тоже сделать акцент золотой краской. Здесь я нанесла ее много, поэтому удаляю влажной салфеткой. И посмотрите, как проявляется узор. И также на боковой ленте чуть-чуть наношу красочку полусухой кисточкой. Краски должно быть совсем немного на кисточке, чтобы только сделать акцент золотистый. И вот посмотрите, совсем по-другому выглядит лепнина. Теперь в некоторых местах на рисунке я хочу добавить стразы. Немного совсем, но они придадут блеска игрушке и больше такой нарядности, праздничности. Приклеиваю я их на клей. Также где-то на лепнину несколько страз я приклею на лепнину. И вот так получается. Игрушка засверкала. Теперь мне нужно украсить верх игрушки бантиком. Сначала я делаю подвес. Это у меня тонкая золотая нить, примерно 22-24 сантиметра длиной. Я ее складываю пополам и делаю на двух концах один узелок. Затем этот узелок приклеиваю горячим пистолетом к вот этой петельке на верхушке медальона. Поправляю петельку. И теперь закрываю ее бантами. С изнаночной стороны одного банта я наношу клей и прижимаю к петельке. То же самое я проделываю с изнаночной стороны медальона. И вот так вот с двух сторон будет у меня бантик. Он выглядит пышнее и красивее, но центр бантика мне нужно закрыть каким-то элементом. Я беру также этот клей, наношу на брошку клей обильно и прижимаю ее к центру банта.
И вот полюбуйтесь, какое замечательное елочное украшение получилось. Я желаю вам прекрасного творчества. Подписывайтесь на мой канал, где вас ждет еще много-много интересных уроков. Всем пока-пока!